Друзья, мой плед связан из пряжи Alize Puffy Fine, цвет номер 414, и ушло, вы не поверите, всего лишь 21 моточек. Я думала, уйдет 22 мотка, но нет, ушел 21 моток. Ну, видите, как цвет меняется в зависимости от того, есть мои руки в кадре, или есть моточек с пряжей в кадре, или нет. Видите, постоянно будет меняться оттенок пледа. Вот сейчас именно камера передает именно тот цвет, какой он в жизни. В всех своих видео я стараюсь передать цвет изделий на фотографиях тоже. Для меня это очень важно. Поэтому вы, кроме этого мастер-класса, еще смотрите фотографии. И вы тогда точно будете понимать, какого же цвета этот плед. Много пряжи Puffy Fine есть на сайте AliYarn. Ссылочка на этот магазин AliYarn указана под видео мастер-классом внизу. Нажимайте на ссылку и переходите на сайт для того, чтобы заказать пряжу Alize Puffy Fine. Для этого пледа понадобится всего лишь 21 моточек пряжи. Это если вы хотите связать точно такой же плед, как у меня. И в самой корзине, в строке, где нужно указать подарочный сертификат или промокод, вот здесь вот пишите АКМАН и нажимаете кнопочку «Применить». Это подарочный промокод, который действует для всех моих подписчиков. И благодаря этому промокоду у каждого из вас будет скидка 5% на ваш заказ. Давайте так договоримся. Если вы знаете, как вяжется тот или иной узор, то вы просто перематывайте и смотрите дальше то, что вам нужно посмотреть, то, что вам нужно узнать из этого мастер-класса. Этот мастер-класс я сделала подробный, потому что рассчитываю, что будут же его смотреть и новички. И все подробно расскажу, как вяжется каждый узор, сколько набирать петель, все очень подробно будет. Ну все, договорились. Если вам все понятно, перематывайте, ищите то, что вам нужно найти, ответы на ваши вопросы. А кому непонятно, то смотрите все от и до. Давайте начнем с этого уголка. Это правый нижний угол нашего пледа. Вот если смотреть сверху на плед, то по высоте вы знаете, что он у нас 2,20, по ширине 2 метра. Это правый нижний угол. Вот отсюда я начинала вязание. Вот здесь видите хвостик, одна петелька. Оставила одну петлю, отсчитала 151 петельку по ширине. Именно такое количество петель необходимо для того, чтобы получилась ширина 2 метра. У меня здесь есть схема по пледу, которую я вам сейчас покажу, но перед тем, как мы перейдем к схеме, хочу вам показать, как смотрятся разные узоры. Итак, смотрите, вот у нас кайма по краю пледа. Вот такая кайма с правой стороны и с левой стороны пледа, потом в конце увидите. Дальше идет узор шахматы. Вот он. Вот где мои пальчики. Вот здесь начинается, вот здесь заканчивается. Видите? Далее у нас идет узор шишечки. Вот такой красивенький. Далее лицевая гладь с горизонтальными полосочками. Вот так вот все смотрится. Далее вот такой вот красивый узор елочка. Классный такой узор, посмотрите. Этот узор елочки тоже немножко, видите, он выступает над поверхностью пледа. Он немножко такой объемный. После узора елочки идет вот этот узорчик рис. И дальше повторяем. Шишечки, снова рис, дальше елочка. Дальше вот такой простой рисуночек, лицевая гладь, и на ней вот такие горизонтальные полосочки через определенные промежуточки лицевой глади. Потом опять у нас шишечки, шахматы, вот здесь вот, и кайма с левой стороны пледа. Теперь покажу схему этого пледа. Можете остановить видео, сделать скриншот себе и перерисовать ее, переписать, что нужно. Смотрите, вот так вот выглядят схематически эти узоры. Вот написала, видите? Кайма, платочная вязка. То есть кайма вяжется платочной вязкой. Вот узор шахматы, шишечки, гладь с полосочками, елочка, рис. Опять шишечки, рис, елочки, гладь с полосками, шишечки, шахматы. И опять идет кайма. Вы заметили, да, что по центру, вот центральная полоса, она вяжется узором шишечки. И симметрично справа и слева от этой широкой полоски у нас расположены одни и те же узоры. Внизу, вот видите, номер 4, 8, 15, 12. Это количество петель, которые нам понадобятся для того, чтобы вывязывать каждый из узоров. Для каймы нужно 4 петли. Для узора шахматы 8, для узора шишечки 15, для узора глади и с полосочками 12,
для узора елочки 14, для узора рис 15, для центральной полоски 15, там где шишки. И с левой стороны от этой центральной полоски у нас все размещено аналогично, ну, симметрично. Я пронумеровала каждый из узоров. Например, кайма это номер 1, шахматы номер 2, узор с шишечками номер 3, гладь плюс полоски номер 4, елочка это номер 5 и узор рис это номер 6. Далее все повторяется, поэтому перечислять не буду. Кстати, вот когда я вязала образцы, для того чтобы узнать, сколько же нужно набрать петель на ширину пледа 2 метра, то смотрите, вот я связала из 38 петель образец. Образец я связала платочной вязкой с лицевой гладью. То есть сначала лицевая гладь шла, потом там пару рядов платочной вязки, потом опять лицевая гладь. Измерила его, и из 38 петель именно у меня получилась ширина 50 сантиметров. Соответственно, чтобы получить ширину в 4 раза больше, нужно умножить на 4. Получается 2 метра. Переводим это все в петли. 38 умножаем на 4, получается 152 петли. И одну петельку я убрала для того, чтобы получилась симметрия. Ну, для узора, поняли? Итого, нам для пледа нужно набрать 151 петлю. Исходя из этих цифр, вы можете вязать пледы как большего размера, так и меньшего размера. Например, плед шириной метр, то есть 100 сантиметров. Это нужно 50 вот эти сантиметров умножить на 2. 38 умножаем на 2. Получится 76 петель. То есть для пледа шириной 1 метр нужно набрать 76 петель. Поняли? И также объясню два момента, которые у меня здесь записаны на этой схеме. Смотрите, вот узор шишечки. Если его перевернуть вот так. Сами шишечки можно располагать так, как вам удобно. Я их вывязывала вот в таком шахматном порядке. Видите? Здесь через ряд они нарисованы, но я вязала не через ряд, а через 3 ряда. Вот здесь давайте поставим циферку 3. 3. Сейчас я все вам покажу на полотне, как что вязать, но вот такая схема, видите, я прикинула, как я буду вывязывать шишечки. Если хотите, можете шишки вывязывать только друг над другом. Шишечки вы можете вывязывать так, как вам нравится. Хотите, их можете по зигзагу вывязывать, прямыми линиями, квадратиками, там, формировать сеточку из шишечек, понимаете? Вы можете вот любой узор из шишечек сами возьмите, нарисуйте и вывязывайте. Дальше, вот этот рисунок, гладь, на которой полоски. Здесь тоже можно делать любое количество рядов между вот этими полосками на лицевой глади. Видите, я вязала вот изнаночная дорожка, 3 ряда лицевой глади, снова изнаночная дорожка, 5 рядов лицевой глади, изнаночная дорожка, 3 ряда лицевой глади, изнаночная дорожка, 5 и так далее. Можно вывязывать через 7 рядов, через 6, тут через 9, можно через 11. И также здесь не 3, а 2 ряда, 1 ряд, 4, 5. Можете здесь любые цифры подставлять и вязать, как вам нравится. Сейчас мы с вами свяжем каждый из этих узоров. Я не буду набирать аж 151 петельку, вот, чтобы сформировать целый длиннющий ряд, потому что мне неудобно будет это вам показывать перед камерой. Поэтому я решила вот каждый узор показать на том количестве петель, вот сколько используется петель в этом узоре, поняли? Еще один важный момент, девочки. В начале вязания, сейчас я вам покажу, что нужно сделать. Здесь провязать нужно буквально пару рядов для того, чтобы сделать основание для каждого узора, поняли? Сейчас я вам покажу, как связать это основание, и сразу после него мы свяжем узор номер 1. Смотрите, вблизи покажу вам. Перед всеми узорами, которые у нас есть на пледе, я провязала 2 ряда. То есть первые 2 ряда нашего пледа вяжем так. Откладываем 151 петлю, провязываем первый ряд изнаночными петлями. Второй ряд провязываем лицевыми петлями. Все просто. Вы думали, это что-то сложное, я сейчас скажу. Смотрите, вот этот первый ряд изнаночными петлями вот сформировал такую изнаночную дорожку. И вот после него идут лицевые петли. Далее, после этих 2 рядов мы формируем узоры. Смотрите, откладываем в длину 151 петлю и прокладывая ниточку в обратном направлении. Вот видите, начало ряда, хвостик вот справа у нас. И вот на пледе, видите, вот хвостик. Это начало ряда. Отложили. Разворачиваем всю рабочую нитку в правую сторону и вяжем изнаночные петли. Протягиваем 152 петлю
в 151. Вот так. Вяжем, в общем, изнаночные петли. При вязании изнаночных петель из этой пряжи рабочая нитка лежит относительно вот этой нитки, первого два ряда, лежит внизу. Когда вяжем лицевые петли, она у нас лежит здесь, по эту сторону. Когда изнаночные, то по эту сторону, поняли? Сейчас я провяжу два ряда, и вы все поймете. Теперь мы ниточку пускаем над полотном, на эту сторону. Вяжем лицевые петли. Вы же помните, в обзоре этой пряжи я показывала, как вязать из этой пряжи. Кто не видел обзор, посмотрите по подсказке обязательно. Итак, вяжем лицевой ряд. С изнаночной стороны выводим петельки на лицевую. Вот так. Хоп. Кладем на стол и выводим. Значит, смотрите, вот мы связали эти два ряда. Дальше вяжем узоры. В третьем ряду начинаем формировать уже узоры. И первый узор, который у нас есть, это кайма. Он вяжется, смотрите как. В каждом ряду нужно так протягивать петли, чтобы получалось то вот такая полосочка горизонтальная, изнаночная бороздка, то лицевые петли. Полосочка, лицевые петли и так далее. Для этого нужно начинать вязать в начале пледа и в конце пледа именно на этих 4 петлях. Сейчас мы говорим именно об узоре номер 1, который вывязывается на 4 петлях. Мы вывязываем или лицевой ряд сейчас, или изнаночный. Или наоборот, изнаночный, а потом лицевой. Неважно, как вы провяжете или так, какой будет первым, вообще не важно. Вяжем. Провязали на 4 петлях лицевые 4 петли. Разворачиваем вязание, провязываем следующий ряд в обратном направлении изнаночными. Вот так. Готово. Дальше следующий ряд будете вязать опять лицевыми. Ниточка находится по эту сторону. Вяжем лицевые петельки. Вот так. Протягиваем снизу вот так через петлю. Следующий вяжем изнаночными. Раз, два. Протягиваем петлю в петлю. Вот так. 3, 4. Все, видите? Получаются вот эти полоски. То есть кайма справа в начале и слева в конце на нашем пледе вяжется так. Один ряд лицевыми петлями, следующий второй изнаночными. Лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. И так постоянно чередуем аж до самого конца. Следующий узор шахматы, узор номер 2. Состоит из 8 петель. Считаем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первые два ряда у нас, считай, связаны, да, помните? И вяжем вот этот узор. Смотрите, когда вяжем третий ряд нашего пледа и дошли до того места, где у нас будет узор шахматы, нужно вязать так. 2 петли лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше в обратную сторону. Над изнаночными вяжем изнаночные, над лицевыми лицевые. Итак, вяжем 2 лицевые петли. Хоп-хоп. Дальше перекидываем нитку. Вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Перекидываем нитку. 2 лицевые протягиваем вот так. Хоп. Хоп. Перекидываем нитку. 2 изнаночные. Следующий ряд. Переходим на вязание следующего ряда. Там, где были изнаночные 2 петли, над ними нужно вязать изнаночные 2 петли тоже. Берем крайнюю петлю и вводим. Хоп. Следующая изнаночная. Хоп. Дальше перекидываем ниточку. 2 лицевые. 1, 2. Следующие 2 изнаночные. 1, 2. Следующие 2 лицевые. 1, 2. Все, видите, получилась резинка 2 на 2. Провязали 2 ряда этого узора. Далее в третьем ряду меняем вот эти клеточки, так сказать, видите, мы меняем местами, как шахматы. Такой рисунок, как шахматная доска. Кто играет в шахматы? Кто-нибудь вообще играет в шахматы из моих подписчиков? Я люблю, в детстве играла часто. Так, смотрите, меняем местами. Там, где 2 лицевые, вот 2 ряда мы вязали, вяжем теперь 2 изнаночные петли. 1,
Сюда же 2. А там, где были изнаночные, вяжем лицевые. Раз лицевая и 2 лицевая. Петли старайтесь не перекручивать, не вязать их скрещенными, потому что будут дырочки на полотне, некрасиво. Все, там, где вот изнаночные, вяжем 2 лицевые. Следующий ряд вяжем точно так же. Смотрим. Здесь у нас в начале 2 лицевые, значит над ними тоже 2 лицевые. Так, следующие 2 изнаночные. Раз, 2. Все, посмотрите, вот получился этот узор. Очень просто вяжется. Кому было непонятно, оставлю подсказку. Есть на канале видео именно как вяжется вот этот узор шахматы. Там еще больше информации. Оставлю подсказочку, смотрите, может кому-то пригодится. Вяжем третий узор с шишечками. Для шишечек нам понадобится уже больше петель, 15. Вот у меня как раз образец из 15 петель. После того, как связали первый и второй ряд пледа, сразу же, вы видите, вот сразу же в третьем ряду начинаем вывязывать шишки. Потом вяжем 3 ряда лицевой глади и снова шишки. 3 ряда лицевой глади, шишки и так далее до конца пледа. И давайте покажу, как вяжутся шишки. Они вяжутся очень легко. Смотрите, в третьем ряду мы провязываем 1 петельку лицевой, далее шишечка у нас идет, формируем шишечку, потом 1, 2, 3 петли лицевыми, снова шишечка на следующей петле, 3 петли лицевыми, снова шишечка, 3 петли лицевыми, шишечка и 1 лицевая петля еще в конце. А вот в этом ряду повыше, здесь перед шишкой в начале 3 лицевые и в конце после этой 3 лицевые петли. Далее снова у нас 1 петля перед шишкой, вот, и в конце 1, вот она, после шишки. В следующем ряду из шишечек 3 лицевые перед шишкой и 3 лицевые после, поняли? И так постоянно чередуем. Итак, вяжем вот этот ряд, где 1 лицевая петелька перед шишечкой. Смотрите, вяжем эту 1 лицевую петельку, провязали и вывязываем из следующей петли шишечку. Для этого протягиваем 1 петлю в эту петлю лицевой, поняли? Дальше следующую берем, вторую и еще 1 берем, третью сюда же, хоп. Далее берем вот эту петельку верхнюю и нужно ее протянуть ищем, вот она, вот в эту петлю, вот этого ряда, вот эти петельки, видите, в эту петлю нужно протянуть вот эту верхнюю. Таким образом, смотрите, не вот просто вот так завернули и вытянули. Если делать так, то тогда шишки вот торчат как-то, и вот такая получается дужка из вот такой одной петельки, видите, дужечка. И она мне не нравится, поэтому я делала по-другому. Смотрите, я беру, протягиваю таким образом, выгибая наперед вот эту нашу, давайте назовем ее цепочку из воздушных петель. Не вот так просто наклоняю ее, а выгибаю ее вот сюда, наперед. Хоп, поняли? Вот так выгибаю сюда. Вот эту петлю держу рукой, куда мне нужно ввести. Выгибаю. Вот так. И ввожу вот эту петлю сюда. Так, сейчас протягиваю. Вот так, раз. Все, тогда вот этой дужки здесь нету. И мне вот такая шишечка больше нравится. Смотрите, вяжем дальше. Лицевые 3 петли. Вообще вязать удобнее не в воздухе, вот как я, или на подушку положите все это дело, или на стол. Я просто перед камерой, поэтому так держу петли. Дальше, вот провязали 3 лицевые, дальше шишечка опять у нас. Провязываем 1 лицевая, следующая сюда, хоп, следующая сюда, хоп. Далее выгибаем так наперед, придерживая петлю, куда нужно ввести. И эту я держу, выгибаю сюда и ввожу вот так, хоп. И вытягиваем, вот так затягиваем. Дальше 3 петли, 1, 2, 3. Если это все будет лежать у вас на столе, то просто поднимаем,
Придерживаем вот эту петельку, куда нужно вводить. И вот эту, которую нужно вводить, выгибаем сюда ее наперед, эту цепочку. Вот так. Кладу прям, бывает, ее наперед. Вот эту беру петельку. Вот она. И ввожу сюда вот. Вот так. И вытягиваю. Все, дальше довязывайте ряд до конца. Опять 3 лицевые. И формируете здесь шишечку и лицевая. Провязали первый ряд. Сформировали шишечки. В следующий ряд вяжем просто лицевыми петлями. Там, где петля вот шишечная, ну и сказала, вот она, видите, напротив шишечки мы ее берем и вводим сюда петлю с рабочей нитки. Вот так. Хоп. Вяжем лицевую, в общем. Далее следующая лицевая, следующая лицевая, лицевая, опять шишечка и напротив нее петелька. Вот так. Мы берем эту петельку и вяжем лицевую. Таким образом вяжем этот ряд лицевой, потом в обратном направлении лицевой и еще один лицевой. 3 ряда нужно провязать лицевыми петлями. Вот я провязала 3 ряда, видите, 3 ряда лицевой глади. И вы их, эти ряды, можете даже не считать. Я, например, не считала. Я знаете, как делала? Вот так, смотрите. Беру, вяжу вот рядочек, ага, смотрю на глаз, так что пора бы уже и следующий ряд с шишечками делать. И проверяю, пора, точно пора или нет. Смотрите, над шишечкой, вот шишка. Отсчитываем 1, 2, 3. 3 косички, 3 петельки. 3 ряда есть. Значит, в следующем ряду нужно опять формировать шишки. В этом ряду у нас было 4 шишечки. А в этом будет 3. То есть на каждой петле вот этой вот центральной из этих 3, здесь 3, здесь 3, здесь 3, на каждой из этих 3 центральной петельки мы будем вывязывать шишечку. Вяжем лицевой гладью постоянно. Тут нету изнаночных петель на этом узоре. 3. Провязали 3 лицевые. Дальше формируем шишечку. И протягиваем в эту петельку. Вот так. Хоп. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот центральная из этих 3, которая между шишечками. Поняли? 3 петли, которые между шишечками. На центральной вывязываем шишку. Снова 1, 2, 3. Ну и шишечку здесь делаем. И последние 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Все. Провязали этот ряд. У нас получилось 3 шишечки в этом ряду. 1, 2, 3. Следующие 3 ряда вяжем лицевыми петлями. И когда над шишечкой вы видите 1, 2, 3 петельки, то это значит, что в следующем ряду нужно опять формировать шишечки. И их будет в следующем ряду 4. Кстати, вот смотрите, как распускаются вот этот узор шишечки. Видите, я не могу его распустить. Нужно брать руками и шишечку распускать вручную. Там, где лицевая гладь, петли вытягиваются. Видите, хоп. А доходя до шишечки, стопорятся. Нужно вручную доставать. Следующий узор вот этот вот. Девочки, давайте я не буду на нем останавливаться сейчас, потому что он вяжется очень легко. Просто провязывайте 3 ряда лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными. В принципе, это то же самое, что мы здесь делали, только здесь был 1 лицевой, 1 изнаночный, 1 лицевой, 1 изнаночный. А здесь 3 лицевых, 1 изнаночный. Дальше 5 лицевых, полоска вот эта пошире, 5. 1 изнаночный. И так далее вяжете, 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 вяжете. Можете вот здесь не 5 делать, а 6, 7, 8. Ну, я уже это говорила. И там, где 3 ряда, можете тоже делать 2, 1 и так далее. Сколько хотите. Как вязать этот узор, я думаю, вам понятно. У нас с вами осталось понять, как вяжутся 2 узора. Вот этот узор елочки и вот этот узор рис. Давайте сначала свяжем узорчик рис, так как он попроще вяжется, вы сейчас легко поймете, как раз здесь только используются лицевые и изнаночные петли. И потом на десерт вот этот красивый узор. Рис состоит из 15 петель. В третьем ряду пледа мы начинаем формировать вот этот узор. Давайте провяжем пару рядов этим рисунком. Провязали первую петлю лицевую, следующую вяжем изнаночную. Лицевая следующая.
изнаночная. И так вяжите лицевая, изнаночная, чередуя на всех 15 петлях. В следующем ряду вяжем над изнаночной изнаночную. Сейчас разверну. Вот так. Над лицевой лицевую. Над изнаночной изнаночную. А над лицевой петлей в ниже лежащем ряду лицевую. Все. 2 ряда провязали. Следующие 2 ряда вяжем в шахматном порядке. Там, где были лицевые петли, нужно провязать над ними изнаночные. Значит, рабочую нитку бросаем наперед, так, петельку, и вводим вот так. Хоп. Следующая петля. Там, где были изнаночные, вяжем лицевую. И тут то же самое. Изнаночная, лицевая. Разворачиваем нитку, вяжем еще один последний ряд, 4-й этого раппорта. Над лицевой лицевую, над изнаночной изнаночную, над лицевой лицевую, хоп, над изнаночной изнаночную. Узор вяжется легко и быстро. И он очень красивый, кстати, посмотрите, какой классный, да? Так, ну что, боитесь следующий узор? Кто там боится не справиться? Смотрите, следующий узор самый красивый. Или нет, не знаю, решать вам. Мне очень нравится. Вязание этого узора начинается тоже в 3-м ряду. И в 3-м ряду давайте сейчас на этом образце я его полностью распущу и свяжем с вами. Сейчас я вам покажу принцип, как вязать без схемы вот этот красивый узор, чтобы вы, просто смотря на петли, на то, как вот они ложатся, формировали рисунок, просто смотря на петли, а не в какие-то схемы. Не хочу, чтобы вы пользовались схемами. Рисуйте с помощью пряжи ту картинку, которую вы видите у себя в голове. Вот. Вот так я люблю делать. И хочу вас тоже так учить. Хочу сейчас напомнить, что именно для этого рисунка нужно четное количество петель. 15, например, не подходит, нужно четное. Вот, у нас есть 14 петель, мы провязали 2 ряда нашего пледа. Вяжем 3-й ряд с помощью наклонов и изнаночных петель мы будем формировать вот эти линии. Центральные 2 петли мы всегда вяжем лицевыми петлями. Видите? Они везде у нас лицевые, видите? Вот. И именно благодаря наклону вот этих петель формируем вот эти линии, видите? Все остальные петли вяжутся изнаночными. Наклоны формируем через 2 ряда. Раз ряд, 2 ряд, пошел наклон петли вправо и влево. Раз ряд, 2 ряд провязано, видите, прямо. Наклон, хоп, вправо и влево. На этих 2 центральных петлях, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот она, можно повесить маркеры, чтобы вы видели и не забывали, где у нас центральные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти петли не считаем. Не буду просто вязать новый образец. Вот, 14 петель и 2 центральные. Итак, вяжем изнаночными петлями, девочки, изнаночными. Здесь, в этом узоре, мы будем вязать много изнаночных петель. Вяжем 1 изнаночная, 2, 3. Это 3-й ряд мы вяжем нашего пледа. Провязали 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных. Дальше смотрите. Нужно провязать, сделав наклон. Провязать петлю лицевую, сделав наклон и перекрестить вот эти 2 петли. То есть центральные петли мы постоянно будем перекрещивать с соседними. Правую петельку с теми петлями, которые с правой стороны мы будем перекрещивать. Левую петельку, ну центральную, мы будем перекрещивать с левыми петлями, да, на этой стороне. Смотрите, мы их вот сейчас прям берем, вот как бы меняем местами. Хоп. И провязываем лицевой петлей вот эту петлю, та, что сверху. Лицевой. Хоп. Провязали, видите, наклонив ее. Следующая петля, вон она снизу торчит, там не видно. Берем ее и провязываем ее тоже лицевой.
Все. С этой петелькой все делаем аналогично. Меняем местами. Хоп. Вот так. И вяжем сначала вот эту петлю, та, что ближе к рабочей нитке, тоже лицевой, потому что в центре мы вяжем постоянно 2 петли лицевые, и наклонные тоже всегда лицевыми. Все остальные изнаночные. И следующая петля наклонная лицевой. Дальше вяжем изнаночные, перебрасываем сюда нитку, вяжем изнаночные петли. Вот так, все, провязали, разворачиваем ниточку рабочую, вяжем в обратном направлении, опять изнаночные петли. Изнаночная, раз, два. Я с вами провяжу этот узор, чтобы вам было понятно. Все, 3 и 4. Дальше смотрите. В этот раз мы 4 провязали изнаночные, не 5, а 4 уже. Смотрим на полотно, ага. Вот эта наклонная петля должна сейчас лечь вот так, видите? Ну, линию же мы рисуем. Рисуем с помощью пряжи. Берем петельку рабочей нитки и эту петлю, не эту, что вот она, изнаночная, нет. Сначала берем ее, вот эту линию рисуем. Не обязательно брать, вот так перекрещивать и прям это делать. Не надо, можете в уме это делать, но на практике просто провязывать сразу петлю, которую нужно наклонить. Далее изнаночная, вот эта петля, что снизу. Хоп. Далее 2 петли центральные всегда вяжутся лицевыми. Ну и вяжем же их лицевыми. Раз, два. И с этой стороны у нас должно быть все симметрично, точно так же, как и здесь. Смотрим, ага, здесь вот изнаночная у нас. Вяжем, значит, сначала изнаночную вот эту, а потом вот эту, та, что наклоняется. Изнаночная. И теперь та, что наклоняется. Все, видите, уже получается наш рисунок. Дальше вяжем 4 изнаночные петли. Провязали. Следующий ряд разворачиваем рабочую нитку. Вяжем опять изнаночные петли. Раз, два изнаночные. 3. В этот раз 3 изнаночные будет. Вот так. Далее смотрим. Угу. Нужно опять вот эту линию сформировать дальше. Ввязываем сначала лицевую. Вот, видите, линия продолжилась. И потом аж изнаночную. Хоп. Снова смотрим на полотно. Изнаночную видим. Следующую вяжем ее изнаночной. Дальше центральные 2 всегда лицевыми вяжем. Раз, два. И с правой стороны узора вяжем все симметрично, так же, как и на левой. Раз изнаночная. Эту сторону вязать уже проще, потому что мы видим, что должно получиться. Раз изнаночная. Вот видите, вторая должна быть изнаночная. Значит, линию убираем. Вяжем вторую изнаночную. И дальше вяжем наклонную лицевую, перекрестив ее с этой изнаночной. Поняли? Кто умеет вязать косички, шапочки вязал с косичками, то вам это будет все легко. Дальше, смотрите, вяжем 3 изнаночные. Раз, два, 3. Первая линия наша готова. Вот эти 2 линии, видите, мы вот вяжем сейчас. Так, а когда же начинать вывязывать вот эти следующие 2 линии? А потом следующие, когда? Следующие 2 линии нужно вывязывать тогда, когда перед вами провязано уже 2 ряда, и вот вы видите вот буквально вот 2 косички, раз, два, в высоту, видите, вот по центру. Вот по центру вы провязали 2 ряда, и видите, раз косичка, два, раз, два. Когда вы видите вот такую картину, это значит, что в следующем ряду нужно опять пускать еще 2 новые вот такие линии. Как это делаем? Смотрите. Ниточку поворачиваем, рабочую нашу, вяжем изнаночные петли, 1 изнаночная, 2 изнаночная. Помимо того, что мы формируем дальше, продолжаем же рисовать дальше вот эти линии, сейчас в этом ряду нам нужно сделать начало новых линий. Формируем дальше эту, вяжем лицевую петлю и изнаночную. Так, следующая изнаночная. И
Когда мы доходим вот в эту точку, мы их перекрещиваем, как и ранее. И вяжем сначала лицевую, а потом тоже лицевую. Мы же должны по центру оставить 2 лицевые, сформировать, чтобы они дальше у нас поднимались вверх. Следующая, подождите, поспешила, не сказала. Следующая вот центральная и та, что слева от нее, изнаночная. Перекрещиваем. Вяжем снизу первую изнаночную, вот эту лицевой петлей. И потом вот эту верхнюю лицевой тоже. Вот так, видите? Хоп, пошли линии. Дальше изнаночная петля. Дальше все вяжем симметрично, как и на правой. Снова видим, ага, изнаночная опять должна быть. Так, линию продолжаем эту рисовать. Вот она, лицевая. И следующая петля изнаночная. Раз, и последняя изнаночная. Пока что, я надеюсь, все всем понятно. Если непонятно, смотрите еще раз. Отматывайте видео, еще раз смотрите. Вяжем следующий ряд. Опять изнаночные начинаем. Только в этот раз уже вяжем одну изнаночную. Дальше посмотрите на полотно. Вот эта линия, она же не идет прямо аж до самого конца. Она заканчивается вот здесь. У нас с краю здесь постоянно есть одна изнаночная. Видите? Можно посчитать, со скольких петель состоит эта линия. Раз, два, три, четыре, пять. 5 косичек. Раз, два, три, четыре, пять. Верхняя линия над ней. Раз, два, три, четыре, пять. То есть должно быть 5 косичек. Это значит, что хватит ее рисовать. Раз, два, три, четыре. Ага, 5 не хватает. Вяжем 5. И потом изнаночную. Поняли? Перекрестили их и связали. Следующая изнаночная. Следующую линию продолжаем рисовать. Вот 2 петли перед нами. Мы их перекрещиваем. Рисуем линию эту уже, вторую. Хоп. И потом аж изнаночную. То, что снизу. Дальше 2 центральные лицевыми, как обычно. Тут даже думать не надо, просто вяжем. Дальше следующие петельки, вот 2. Перекрещиваем. Это наша линия. И вяжем сначала изнаночную вот эту, что снизу, потом лицевую линию. Дальше 2 изнаночные. Раз. Смотрите, вот видите, перекрещиваются. Вяжем сначала нижнюю изнаночной. Хоп. Потом верхнюю лицевой. И последняя изнаночная. Следующий ряд вяжем. Первая петля изнаночная. И теперь же мы обрезаем эту линию. Хватит. Вторая изнаночная. Третья изнаночная. Так, все, третья. 3 вяжем изнаночные. Дальше, смотрите. Вот линия следующая. И петля перед ней, видите? Меняем их местами. Вяжем сначала петлю лицевой, потом изнаночной. Дальше вяжем снова вон изнаночная петелька у нас там спряталась. Хоп. Центральные 2 лицевые. Раз, два. Дальше снова изнаночная. Симметрично. И здесь уже петли опять перекрещиваем. Вот эти 2. Вот так, меняем местами. Первую вяжем изнаночную, значит. Следующую лицевой. И здесь обрезаем нашу линию. 3 последние петли вяжем изнаночными петлями. Видите, вот у нас опять 2 косички. Раз, два, раз, два. Это значит, что сейчас опять мы будем формировать новую линию, меняя местами эти петли. Итак, продолжать формировать эту линию. Ну и все то же самое делать постоянно, поняли? Давайте я сейчас пробежу пару рядов. Смотрите, первая петля изнаночная. Раз. Где она там спряталась? 2. Так, смотрите, вот эта петелька и это. Перекрещивать нужно. Значит, следующая лицевая. Следующая изнаночная. Дальше
изнаночная. Так, и формируем новую линию. Для этого перекрещиваем эти все петельки центральные с боковыми, да, справа и слева. Вяжем сначала лицевую, вот эту, потом опять лицевой, вот эту петлю, следующую лицевой тоже, хоп и хоп. 4 лицевые по центру, поняли? Дальше изнаночная, хоп, дальше линия, перекрещиваем вот 2 петли, вот эти 2, вот так, поняли? Сначала вяжем изнаночную, потом аж лицевую. И последние 2 изнаночные петли. Мы связали с вами один раппорт. Дальше все то же самое. Вы вот пробежите по видео все точно за мной. И у вас в голове сложится такое понимание, как вяжется этот узор без схемы. Вы будете рисовать с помощью этих петель. Так, девчонки, я показала вам, как вяжутся все узоры. И до каких же пор вязать плед в высоту. Сколько рядов вязать в высоту. Честно, я понятия не имею, сколько я провязала рядов. Положа руку на сердце, я даже, вы же видите, у меня в схеме даже не написано. Я не считала, сколько рядов я провязала. Я просто вязала и измеряла сантиметровой лентой. Разложила хорошенько, ровненько плед, измерила, ага, 2,20. Есть, все, можно закрывать петли. Очень удобно теперь будет вам ориентироваться на то, когда же таки заканчивать вязание. Заканчивать нужно тогда, когда вы провяжете 33 ряда с шишечками. 33 шишечных ряда. Очень легко запомнить. Вот первый ряд, второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот так вы считаете все ваши ряды. Сейчас я доберусь. Вот последний. 33 ряд с шишечками. После этого ряда с шишечками нам нужно вывязать еще несколько рядов, точно так же сделать все красиво, как и в начале вязания пледа. Вот смотрите, я разложила эта сторона, это конец пледа, где мы закрывать будем петли. С этой стороны это начало пледа, поняли? Здесь начинали мы вязать первый, второй, третий и так далее ряд. Так вот, нужно же сделать, чтобы начало и конец более-менее выглядели же-то одинаково, да? Вот такое расстояние должно быть после шишечки в конце нашего пледа. Поэтому в конце вязания я провязала вот как. После ряда с шишечками провязала еще один ряд лицевыми петлями, потом еще один ряд изнаночными петлями. И после вот этого ряда изнаночными закрыли сразу закрываем, поняли? Смотрите, начинаем закрывать петли с той стороны, где нету рабочей нитки. Берем 2 крайние петли и протягиваем предпоследнюю в последнюю. Раз, протянули. Снова берем 2 петли с краю и протягиваем предпоследнюю в последнюю. Вот так, 2. Снова 2 крайние берем и протягиваем предпоследнюю в последнюю. И вот так вот все 2 метра закрываем петли, видите? Вот так, очень просто. В конце вот, например, осталось 2 петли и дальше идет рабочая нитка. Мы протягиваем, как обычно, все делаем. Вот я обрезала просто пряжу, вот эта петелька осталась. И каждую петлю просто по центру разрезаем. Вот так, хоп. Получается вот такая длинная ниточка, хвостик. Мы его протягиваем в эту петельку. Подгибаем ее на изнаночку. Вот так красиво. Видите, красивый получается уголок. И вот этот хвостик просто протягиваем под дужки наших петель. Вот в любых местах. Раз. Протянули. Сделали такую петлю, видите? И этот хвостик опять берем, протягиваем в эту петлю. И затягиваем туго-туго, как можно туже, но смотрите, не порвите нитку. Дальше снова можно еще раз вот так протянуть. Вытягиваем опять вот такую петельку, и этот хвостик снова в эту петлю протягиваем и затягиваем. Опа, туго-туго. И обрезаем. Вот так. Осталось только спрятать хвостики на изнаночной стороне полотна. Мы же использовали много мотков, 21 моток, и поэтому с изнанки у нас вот такие хвосты. Если вы их сразу не связывали, вот как я, например, вязала ряд, просто присоединила и дальше продолжила вязать, а кончики не связывала.
Как связать вот эти хвостики, я показывала уже в отдельном видео, подсказочка вот сейчас вылезет, посмотрите. Девочки, как стирать такой большой плед, вы можете посмотреть в отдельном видео, сейчас вылезет подсказочка, посмотрите, и ссылочку тоже на это видео оставлю внизу под этим мастер-классом. Желаю, девочки, вам всем очень много терпения, потому что, чтобы связать такой большой плед и не ошибиться, нигде не перепутать вот эти стежки, все правильно связать, чтобы... Знаете, есть же ошибки в узорах. Желаю вам много терпения, чтобы у вас с первого раза получилось этот плед связать. Жду очень вашей работы по этому мастер-классу. Очень хочу увидеть ваши пледы большие. Я свой плед вязала больше месяца. Надеюсь, ваши пледы вы будете вязать быстрее. За пару недель. Может, кто-то за недельку свяжет. Отмечайте меня на фотографиях ваших пледов и вообще ваших работ по моим мастер-классам. Подписывайтесь обязательно на наш канал «Секреты вязания» от Арины Акман. Делитесь этим видео с друзьями. Вяжите пледы такие на подарки. Я читала в комментариях, кто-то хотел связать на подарок кому-то такой большой плед. Будет классный подарок. Только обязательно, когда вы его свяжете, постирайте. И тогда дарите, хорошо? Чтобы запах ушел вот этой пряжи. Друзья, увидимся в следующих видео. Желаю вам теплых, уютных вечеров под этим мягким пледом. Всем пока, не болейте, берегите себя и свои руки, потому что нам с вами, нашими руками еще много всего нужно связать. Всем пока, пока. Все.